Последний раз говорю тебе, Седрик, одумайся. Я взрослый человек. Я принял решение. Отец. У тебя больше нет отца. Послушай, Джеймс, мы успеем найти Чарльза? Я думаю, Шерот не составит труда. Он обычно проводит время в гостевом домике. Я пришел попрощаться, брат. Друзья, предлагаю выпить за моего брата, отплывающего в Америку. Где он собирается? Вы не поверите, жениться на американке. Впрочем, прихорошенькой. Прекрати поесть. Вот только когда наш добрейший отец узнал об этой американской простушке, он взбесился и отлучил его от дома. Да ладно, все, садись. Ну, прости своего брата. Ты просто пьян, Чарльз. Я пьян. Да, я пьян. Какое это имеет значение? Погоди. Приятель, запечатлей-ка нас с братом на фотографическую карточку. Одно мгновение, сэр. Сэдди, когда мне будет грустно, я буду смотреть на нее и вспоминать, какой же у меня брат. Идиот. Мина, знаешь, чего мне хочется больше всего на свете? Запечатлеться с тобой. Внимание! Хорошо, что нашли для художника эту давнишнюю карточку. На ней он выглядит много лучше, чем последние годы. Это пристрастие несчастного сэра Чарльза к выпивке. Господи, умереть в такие годы. Угол, назад. Назад, угол. Джеймс, расплатитесь с художником. Все свободны. Леди Лоридейл. Прошу прощения, брат, что я приехала без предупреждения. Что тебе нужно? Какой хороший портрет. Его надо было написать верхом на лошади, с которой этот пьяница свалился и сломал себе шею. Потерять обоих сыновей, источать столько злобы. Да есть ли в тебе хоть что-нибудь человеческое? Даже когда погиб Сэдди, ты не нашел для него ни одного доброго слова. Вспомни еще в 100-й раз, как он команду во льдах спас, как до конца стоял на капитанском мостике. Бедный мальчик покоится на дне морском. Бедный мальчик. Бедный мальчик женился на американке. Говори, зачем пришла? Поскольку у старшего Чарльза не было семьи и детей, единственным твоим наследником становится внук.
сын Сэдди? Моим наследником не может быть американец. Жаль, извините. Прошу прощения, сэр. Значит, Дик, служка разрешает тебе, то есть нам сидеть по воскресеньям у церкви. Только при условии, что я продам тех котят, которые принесла его пятнистая кошка. Вам не нужен котенок, сэр? Нет, спасибо, молодой человек. Послушай, Дик, хочешь заработать 10 центов? А кто не хочет заработать 10 центов, сэр? Ты знаешь такого Седрика, сына преподавательницы музыки Норы? Давайте ваши 10 центов, сэр. Здравствуйте, а где же Хопс? Добрый день, мистер Хопс. Провалиться мне на этом месте, Сэдри! Прошу, Аврахам, для меня и моего лучшего друга Сэдрига по кружечке кружочек. Ну что, рассказывай, как дела? Дела идут в гору, мистер Хопс. У меня есть к вам удивительно выгодное предложение. Вот, каждый по 2 цента. Ну, не знаю. Зачем нам котенок, мистер Хопс? У нас есть прекрасный мышелов. Ну не скажите, мистер Абрахам, тут дело не только в мышах. Ну вот, черный, он приносит удачу в бизнесе. А вот этот вот с серыми полосками – здоровье. А вот с белым фарточком встречается крайне редко. Он помогает в делах сердечных. Сердечное горе. Заманчиво. Вот, мистер Хопс, Чем могу служить, смотрите. сэр? Он прям к вам сам идет. Нифига. Из него вырастет замечательный породистый кот. У нас Назовите есть его как кубинский, плотненько, или маркизом, или графом, например. Кто сказал? Или я ослышался? Ты сказал графом? Седрик, ты знаешь, что такое графы? Графы – это английские напыщенные индюки в коронах. Его жена была. Я знаю, потому что мне об этом рассказывал дед. Ну и что? А уж он воевал с ними еще в гражданскую. И когда сам президент Вашингтон, вот он, погляди, прикалывал орден «Пурпурное сердце» на грудь моего деда, он сказал: мне стыдно воевать с таким противником, потому что все англичане трусы. А все потому, что разрешают управлять собой своим этим графом, лордом. Провались я на этом месте. Видишь, не провалюсь. А ты предлагаешь мне назвать кота одной из этих позорных кличек. Ага. Чтобы он тоже вырос таким трусливым и жалким? Нет, Сэндрик, не для того я плачу за него 2 цента. Морда. Миссис Эванс. Здравствуй, Седрик. Здравствуйте, миссис Эванс. Я распродал всех котят церковного служки. На, держи яблоко и беги скорее домой, а то совсем промокнешь, как я. Спасибо. До свидания. Спасибо, миссис Эванс. Спасибо. Мама. Седрик, ты весь промок. Мам, я не промок. боже Мама, мой. что я тебе расскажу? Весь мокрый. Мама. Здравствуйте. Добрый вечер, сэр. Седрик, милый, пожалуйста, познакомься, это мистер Хэвишем, он приехал к нам из Англии. Из Англии? Именно так. Я вижу, вы распродали всех котят церковного служки, сэр.
Да, по целых 2 цента. Поздравляю. Если не возражаете, я задам вам один вопрос. Каковы ваши планы на будущее? Я хотел бы стать президентом Соединенных Американских Штатов. Ну что ж, похвально. Седрик, я хочу, чтобы ты узнал сразу. Мистер Хэвишем адвокат. Он приехал, чтобы пригласить тебя в Англию. В Англию? Но зачем? Мне говорили, там лорды, графы всякие. Вы совершенно правы. Да будет вам известно, что один из этих графов ваш дед, а один из этих лордов вы, сэр, лорд Фонтлерой. Я? Но я совсем не хочу быть лордом. Быть лордом – большая честь. Так считал твой отец. Кроме того, вы наследник огромного состояния. Поэтому ваш приезд в Англию представляется более чем оправданным, милорд. Мама, я без тебя никуда не поеду. Разумеется, мама поедет с вами. Вы оба будете жить в графстве и станете настолько богаты, что сможете купить всех котят в мире на 10 лет вперед. Твой отец очень любил Англию, свою родину. Часто вспоминал родовой замок. И он очень хотел, чтобы ты получил настоящее образование. Господь предоставил нам такую возможность. Я вижу, вы не вполне уверены в серьезности намерений вашего деда. А между тем, уже с сегодняшнего дня вы можете распоряжаться весьма значительной суммой денег. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сэр, принимайте работу. Пусть принимает заказчик. Миссис Эванс, Я буду за тебя молиться, мой маленький. до свидания, мистер Прайс. Всего вам самого. До свидания. Спасибо. До свидания. Счастливого пути. Да, не ожидал, смотри. С первым классом поплывут. Чего с этого? У них там денег куры не клюют, мистер Хопс. Дед собирался прислать за Седриком целый пароход. Да ты что? Ничего. Да ничего он не собирался, Дик. Ты бы лучше думал, как ты теперь будешь один держать дело. Ай, Седрик, Седрик. Ну, что из того, что ты будешь жить в Англии, провалиться мне на этом месте, а? Давай. До свидания. И помни, здесь есть настоящие друзья. Спасибо. Прощайте. Это вам, мистер Холмс. А это тебе, Дик. Спасибо. До свидания. До свидания. Удачи вам. Счастливой дороги. До свидания.
Гостевой дом для матери маленького лорда готов, ваше сиятельство. Ну вот и отправьте ее сразу туда. Я не хочу видеть эту американку у себя в замке. Слушаюсь, ваше сиятельство. Седрик, Да, мама. я давно должна была тебе сказать. Понимаешь, здесь такие правила. Как бы тебе это объяснить? Понимаете, милорд, дело в том, что вам с мамой придется жить отдельно друг от друга. Мама, что он говорит? Успокойся, сынок. Мистер, если бы вы сразу сказали, что я буду жить отдельно от мамы и не буду ее видеть, то... А кто вам сказал, что вы не будете видеть маму? Она будет жить неподалеку от вас. Дедушка специально позаботился об этом. Да. Познакомьтесь, миссис Нора. Это Мэлори, наша экономка. Она будет решать все ваши хозяйственные вопросы. Добрый день, миссис. Добрый день. Эмма, ваша горничная. Здравствуйте. Боже, какие глаза! Здравствуйте, милорд. Очень приятно, миссис. Просто Мэлори. Ваше сиятельство, утренние газеты. Томас, никогда не делайте того, чего вам не велят. Твоя мама будет думать о тебе. Здравствуйте. 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 Дедушка, как я рад вас видеть. Милорд, его сиятельство граф ждет вас в библиотеке. В этом замке собраны портреты всех фон-Лероев за последние 400 лет. Эти двое были заклятыми врагами, потому что их предки участвовали в войне Алой и Белой Розы и друг против друга.
Одни на стороне Ланкастеров, другие на стороне Йорков. Этот Фонтлерой был знаменитым моряком. Он участвовал в разгроме Великой Армады. А этого звали так же, как и вас, милорд, Седриком. Его казнили. Он имел неосторожность выступить на стороне короля Карла, и ему, так же, как и Карлу, отрубили голову. Так это же... Да, это ваш отец, милорд. Прибыл сэр Джон Артур Молине, Эрол Седрик Фонтлерой. Дугал, назад. Дуг, здравствуй. Дедушка, а почему вы хромаете? Подагра. Вы слишком малы, чтобы знать, что это такое. У вас все впереди. Нет, дедушка. Я очень хорошо знаю, что такое подагра. Провалиться мне на этом месте. Подагра мучает одну мою знакомую торговку яблокой, миссис Эванс, старую негритянку. Она все время вздыхает. Старые кости, бедные кости. Надо делать горячие ванны из горчицы. Миссис Эванс, они здорово помогают. Приборы нужно брать с краю по мере поступления блюд. Спасибо. Вас о чем-то спрашивали, Джеймс? Виноват, ваше сиятельство. Дедушка, а почему вы не надеваете свою корону? Мистер Хопс рассказывал, что все графы ходят в коронах. Какую корону? У вас их несколько? Корона. Символ королевской власти. Кто такой король, ваш мистер Хопс, вам рассказывал? Конечно. Король – это английский президент. Президент? Это у вас в Америке. Президентом может быть любой простолюдин. Король совсем другое дело. Королем не может стать какой-то оборванец. А как же Еремей Пул с Маловарни? Был сама беднота, а теперь на его деньги школу построили, и при входе его портрет висит. О нем даже в газетах пишут. Ну и кем же он стал? Как кем? Королем. Кем? Колбасным королем. 15, 35, 42, 17.
Спасибо, милорд. Спасибо. Завтра костюм будет готов. Итак, Хэвишем, вы пытаетесь уверить меня, что мать мальчишки отказалась от содержания? Именно так. Она предупредила меня об этом еще в Америке. Да. И на что же она собирается жить? Она получает небольшую пенсию за мужа. И все равно я не верю ни единому слову этой американской плебейки. Здесь какой-то умысел. Она просто повышает цену. Вот увидите. Нет, не могу всецело согласиться с вами, сэр. Влияние этой особы на лорда Фонтлероя крайне вредно. Я вообще думаю, что она подговорила его изображать такого любящего внука. На самом деле их интересует только мое состояние. Виноват, Ваше Сиятельство. Ну, что там еще? Маленький лорд хочет пожелать вам спокойной ночи. Спокойной ночи, дедушка. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мистер Хэвишем. Спокойной ночи, Седрик. Что-нибудь еще? Дедушка, можно я поеду к маме прямо с утра? На завтра у вас много других дел. Я же сказал, в воскресенье. Или даже в понедельник. Какие удивительные глаза у маленького лорда. Я аж обмерла, как увидела. А отец его, светлая ему память. Все в нем души не чаяли. Граф, мне кажется, даже переживал, что Сэдди не его старший, что не ему достанется титул. Ну да ладно. Всего доброго, миссис. Всего доброго. Мэлори, когда увидите Седрика, передайте ему... Просто поцелуйте. Спокойной ночи, милорд. Спокойной ночи, Томас. Только оставьте, пожалуйста.
теперь и штаны носят, и шляпы. Ну, как все, как белые и негры. А перья только иногда надевают на свои индейские праздники. Вы жуйте, жуйте. Что, просто жевать и все? Ну да, просто жевать. Она так и называется, жевательная. Неужели потом придется выплюнуть такую вкусную и сладкую вещь? Да, но жевать надо долго, пока не... Ой. Я, кажется, проглотил. А что ж теперь со мной будет? Ничего. Наверное. Я тоже как-то раз проглотил. Да? Джеймс, что делает маленький лорд в людской? Он пожелал выпить с нами чашечку чаю и угостил новейшим американским лакомством. То есть продуктом. Что с вами, Джеймс? Боюсь, что я имел неосторожность проглотить. Дедушка, я для вас привез. Хотите попробовать? Я хочу, чтобы вы немедленно покинули людскую. Этот парк и все земли вокруг него вот уже несколько сотен лет принадлежат роду Фонтлероев. Все это будет ваше, когда вы станете графом. После моей смерти, конечно. Но я тогда совсем не хочу быть графом, потому что я не хочу, чтобы вы умирали. Может, доживем до тех времен, когда в замке будет добрый граф? Да, не исключено. Однако мой отец, вы, наверное, все знаете, что он тоже был дворецким, рассказывал мне, что и граф в детстве был чудо-ребенок. Дедушка, мне здесь очень-очень нравится. Здесь так же прекрасно, как в Центральном парке в Нью-Йорке. Меня туда мама водила. Перед вами один из самых больших и самых красивых парков Англии. Лошадь пойдет за твои долги, Хиггинс. Да и зачем тебе лошадь, а? Аренда земли давно просрочена. Дедушка, а кто этот бедный человек? Граф не обязан знать всех, кто работает на его земле. Для этого существуют такие управляющие, как Ньюик. Здравствуйте, ваше сиятельство. А это, как я понимаю, и есть тот самый маленький лорд. Здрасте. Вы угадали, Ньюик. Именно он выгонит вас, когда вы станете старым и бестолковым. Теперь вы. Готовы? Да. С
спокойнее, Седрик, спокойнее. Вы волнуетесь, а это противопоказано при стрельбе. К вам отец Макдаун. Добрый день, ваше сиятельство. Здравствуйте, ваше сиятельство. Здравствуйте, святой отец. Вы снова по поводу ремонта церкви? Стены могут и подождать, важнее люди. Его зовут Хиггинс, милорд. Управляющий отобрал у него лошадь и выселяет Хиггинса из дома. На то он и управляющий. Но управляющий не хочет принимать во внимание не то, что у него умерла жена, не то, что у него осталось 5 детей, не то, что он сам тяжко болен. А ведь он всегда был хорошим работником. Если он хороший работник, ему не нужно ваше заступничество, от которого, святой отец, я попросил бы вас впредь воздержаться. Дедушка, но мне все-таки жалко этого несчастного фермера. А как бы вы поступили на моем месте? Я бы приказал управляющему не отнимать у него лошадку и землю. Все же у каждого может наступить черный день. Черный день, говорите? Вот если попадете, будет по-вашему. Да. 4 ошибки. Придется нанять вам учителей уже со следующего месяца. Граф должен быть человеком образованным. Читайте. Дорогой мистер Ньюик, пожалуйста, верните дом и лошадь мистеру Хиггинсу. Этим вы обяжете вашего покорного слугу Фонтлероя. Ну, что я могу сказать? С юридической точки зрения бумага безупречна. Он сделает из меня филантропа. Ставьте печать. Думаете, это просто игрушка, милорд? А вот и нет. Что бы здесь делала игрушка? Это реликвия. Реликвия рода Фонтлероев. Ух ты! А что такое реликвия? Ну, реликвия – это такая вещь. Ну, в общем, всем вещам вещь. Дедушка вам, милорд, лучше расскажет. Это так вообще несколько сотен лет. А знаете, что это такое? Это шкатулка Марии Стюарт. О, там целая история. Ой, Томас, дайте посмотреть, а? Вообще-то нам не положено. Ну, пожалуйста, Томас. Ой, ну что с вами поделаешь?
дедушка, это я. Томас говорил. А я не послушал. Он только помогал мне собирать осколки. Это я, дедушка. Когда мне было столько лет, сколько вам, Седрик, меня наказали только за попытку потрогать эту вещицу. Седрик? Мама. Милый, что случилось, Господи, Боже мой? Нет, мама, ничего не случилось. Просто я по тебе очень соскучился. Ведь до воскресенья осталась еще целая неделя. Всего 4 дня. Ну ничего, я у тебя часочек посижу, а потом пойду обратно. Конечно. А как в замке переполошаться, когда увидят, что тебя нет? Не увидят. Ну как же не увидят? Обещай мне, что больше никогда не уйдешь из замка без разрешения дедушки. Хорошо? Договорились? Да. Мама, а эта лошадка, которая напугала меня ночью, она была вон там. Хорошая, хорошая. Хорошая. Пойдем. Дедушка такой добрый. Все-таки дурацкие у них в Англии эти правила. Почему мы не можем жить все вместе? Правила, они и есть правила, поэтому их нужно выполнять. Да. Как же ты шел этой ночью по низине один? Но все, дальше ты идешь сам. Мам. Не
Не забудь, ты дал мне слово без разрешения дедушки никуда не ходить. Хорошо, мама. А слово надо держать. Теперь до воскресенья осталось на день меньше. До свидания, мама. Что, Дугал? Доброе утро, лорд Фонтлерой. Доброе утро, дедушка. Ну, какие новости, Джеймс? Никаких таких, которые могли бы представить интерес для вашего свидетельства. Разве что только приходил посыльный с корреспонденцией. Я посмотрел на него, так у него уши покрылись шерстью. А скажите, он не ходил ночью через низину? Как не ходил? Много раз ходил. Тогда понятно, в чем дело. Всем известно, что ночью через низину ходить нельзя. Я сразу подумал, ваше средство, что без проклятой низины пропади она пропадала. Тут никак не обошлось. Генри с Уиллардом бегали туда по ночам на свидание. Так у них с тех пор уши мохнатые. Да, и я не замечал. Ну, это потому, что они их бреют. Что это вы там рассматриваете, молодой человек? Да так, ничего, дедушка. Выйдите лучше на балкон и посмотрите. Возможно, там интереснее. Дедушка, какая лошадка? Она ваша? Пойдите переоденьтесь для верховой езды. Знакомьтесь, милорд, его зовут Ганнибал IV. Это что такое, Вильямс? Где костюм для выездки, который я подарил маленькому лорду? Почему он одет, как американский пастух? Вы что, хотите выставить его посмешищем перед всем графством? Но это не посмешище, это костюм бледнолицего стрелка, грозы Дикого Запада. Его подарил сам мистер Хопс на 4 июля. Сам мистер Хопс. Крупный знаток костюмов для верховой езды. Дедушка, а можно мне самому покататься по парку? Вот что значит кровь Фонтлероев. Посмотрите, Хэвишем, как он сидит в седле. Дедушка очень добрый, его любят все. И слуги, и фермеры, и док Дугал, и мой конь Ганнибал IV. А земель в графстве у дедушки как 10 городов. А комнат в замке у дедушки, ничего себе, Дик, представляешь, больше 100. Чего? Куда им столько? С этим прощаюсь.
Целую, Седрик. Так, еще раз. Нэнси, держи руку. Мгм. Седрик! Вильям, а вы меня научите скакать через препятствия? Конечно, милорд, если граф позволит. Конечно же, он позволит. Я попрошу. Дедушка только рад будет. А они далеко живут? Да нет, всего милю, с небольшим. Но ему же тяжело. Такова жизнь, милорд. Добрый вечер, ваше сиятельство. Добрый вечер, мистер Хэвишем. Прошу простить за столь поздний визит, но вот... Дорогой мистер Ньюик, я премного благодарен вам за помощь бедному Хиггинсу. У меня есть к вам еще одна просьба. Прошу передать мою лошадку Ганнибала IV хромому мальчику из поселка. Ваш покорный слуга Фонтлерой. Как прикажете поступить, ваше сиятельство? Разве вы не видите, Ньюик? На бумаге стоит подпись Фонтлероя. У вас есть еще вопросы? Исполняйте. Слушаюсь. Виноват, ваше сиятельство. Что еще? Прикажете купить новую лошадку маленькому лорду? Никаких новых лошадок. Пусть отвечает за свои поступки. Маленький лорд Фонтлерой отдает приказы. Он входит во вкус. Поверьте мне, он входит во вкус. И быстрее, чем мы ожидали. Ну, счастливый тебе, Ганнибал IV. Не скучай там. И главное, слушайся своего нового хозяина. Ты ему нужнее, чем мне.
Это что за гадость? Это не гадость. Ой. Дуга, ну знакомьтесь, вот так. Пора представить мальчика в обществу. Все переписать, никаких жен и дочерей. Слушаюсь, Ваше Сиятельство. Мне казалось, я ничуть не изменился, Джеймс. Странно, кто бы мог подумать. Мы переставим пуговицы, Ваше Сиятельство. Минутное дело, будет не хуже прежнего. Дарю это вам, переставляйте сколько угодно. А мне извольте заказать новый у этих фанфаронов гласно-подобные детали остер. Господа, хочу представить вам своего внука, моего единственного наследника, молодого лорда Фонтлероя. Здравствуйте, господа фанфароны. Мы слышали, вы в Англии совсем недавно. И каковы ваши впечатления, сэр? Мне здесь очень нравится. Но больше всего я рад, что мы встретились с дедушкой. Каковы ваши планы на будущее? Дедушка мне сказал, когда я вырасту, я тоже буду в палате лордов. То есть станете настоящим, как вы изволили выразиться, фанфароном? А какой закон вы собираетесь провести в первую очередь? Или вы еще не знаете? Это я очень хорошо знаю. Я отменю правило, по которому я и мой самый добрый в мире дедушка должны жить отдельно от моей мамы. Виноват, Ваше Сиятельство. Адвокат Хэвишем просит срочной аудиенции. Сейчас? Виноват, говорит, что очень срочно. Что случилось? У меня дурное известие, сэр. У вас было двое сыновей. Вы это хотели мне сообщить? Мы исходили из того, что только у младшего был ребенок, Седрик. Разве это не так? Сегодня ко мне, как к вашему доверенному лицу, обратилась некая дама по имени Минна. Особо, прямо скажем, вульгарная и напористая. Она предъявила документы, из которых следует, что она была замужем за вашим старшим сыном. Помните двойное фото, с которого был сделан его посмертный портрет? Так вот, это именно она. Не удивлюсь, если у этого пьяницы Чарльза тайной женой окажется портовая девка. Дело не в этом. У них общий ребенок, тоже мальчик. Его зовут Максимилиан. И по законам Объединенного Королевства именно он является вашим единственным наследником. Вы с ума сошли, Хэвишем. Завтра эта Минна хочет с вами встретиться. Предложите завтра мальчику съездить к матери. Он с радостью согласится. Господа, предлагаю тост за наследника. За маленького лорда Фонтлероя. Ваше здоровье. Успехов вам, сэр. Рады знакомству. Вас ждут великие дела.
Теперь, когда все так счастливо разрешилось, я уверена, что мы будем жить одной дружной семьей. Ваш внук и истинный наследник Максимилиан станет достойным продолжателем славного рода Фонтлероев. Ваша старость будет очень счастливой. Да, дедушка, за нами вы будете, как за каменной стеной. Вот что, мальчик, выйди-ка в соседнюю комнату и закрой за собой дверь. Поплотнее. Любезный, налей-ка мне стаканчик воды. Разумеется, я назначу вам изрядное содержание, но вот о том, чтобы жить, как вы выразились, одной дружной семьей, не стоит и думать. Но... Пока я жив, вас в замке не будет. Просто я подумала, что... Мужчины в роду Фонтлероев, если, конечно, они умирают своей смертью, доживают до преклонного возраста. Очень преклонного. Да, Макс, все это уже практически твое. Но при одном условии. Ты будешь держать язык за зубами. А чего? Я думаю, старик обрадуется. А вот это лишнее. Я имею в виду думать. Думаю за тебя я. Фу, ну и задачку меня задали, мистер Хопс. 10 мух за 1 цент совсем немного. Не пересмотреть ли нам договор? А ты поймаешь штук 100 этих тварей, у тебя будет очень приличная сумма, между прочим. Тик, дорогой, ты же не хочешь сказать, что мистер Абрахам гонялся за этим? А я поэтому тебя и нанял на работу. Это очень приличный заработок, мальчик. Все, 10-й, мистер Хопс. А где мой цент? Ну, давай сначала пересчитаю всех твоих мух. Так, раз, два, вот еще одна. 3, 4. Это что такое? Английская газета? Абрахам, откуда у нас в лавке английская газета? Так в них были завернуты эти кофемолки, мистер Хопс. Проклятие. Что такое? Что такое? Провалиться мне на этом месте. Что это такое? Что с вами, мистер Хопс? Со мной? Да со мной-то ничего. Но, похоже, мне придется съездить за примусами. Говорят, в этом году будет большой спрос на примусы. Что за манеры? Милорд. Да, Джеймс. Впрочем, нет, ничего. Я так привык к маленькому Седрику. И на тебе. Да. А уж видели бы вы наглую мамашу нового наследника Максимилиана. Мать Седрика Нора совсем другое дело. Милейшая женщина, уж поверьте мне.
Видимо, не суждено Седрику стать лордом Фонтлероем. Ну, не в нашей власти. О, Господи! Я здесь случайно. Я ничего не слышал. Да, жизнь так устроена, мой друг. Тебе кажется, что ты наверху, ну, всего один шаг, и ты падаешь на дно. И лишь в последний момент хватаешься за соломинку, которую тебе протягивает кто-то неведомый. Дедушка, можно я задам вам один вопрос? Ну, какой? Если я уже не лорд Фаунтлерой, то я вам уже не нужен? Не говори ерунды. Ты мой любимый внук и навсегда останешься им. Тогда мне все равно, буду я графом или нет. Ну, только не пытайся вышибить из меня слезу. Ты все равно ее не увидишь. Мама, он такой умный. Я его хочу наускивать на куропаток. Мы же с дедушкой пойдем охотиться на куропаток? Конечно, пойдете. Госпожа к вам пришла. Я вижу, все складывается более чем удачно. Я как раз хотела, чтобы ваш сын услышал все то, о чем сейчас пойдет речь. Вот здесь подробно рассказывается о ваших похождениях, а в каждой второй газете вас называют теми, кто вы есть на самом деле. Обманщиками, мошенниками и аферистами. Я не понимаю, о чем идет речь. Я что? Сам граф, к счастью, разобрался, кто есть кто, и сейчас занят восстановлением справедливости. О чем вы? Как о чем? Граф в данный момент показывает Максимилиану замок и окрестности. Ой, мальчик так долго был лишен его заботы и внимания. Кстати, и комнату, в которой жил ваш сын, дорогуша, он передал истинному лорду Фонтлерою Максимилиану. Теперь вам все ясно? Джеймс, распорядитесь, чтобы пальто почистили от дорожной пыли. Слушаешь. Куй железо, пока горячо, мой мальчик. Уверена, что сегодня все окончательно решится в этом замке. Да, в моем замке. Добрый день, ваше сиятельство. О, очень кстати. А мы как раз собирались посылать за вами. Надеюсь, сегодня мы уточним все окончательно. Подлинность моих документов больше не вызывает сомнений? У нас в гостях господин, который ответит на все ваши вопросы. Ну, здравствуй, Мина. Ты почти не изменился. Кто это? Это супруг вашей матери. Я бы сказал, бывший супруг. Но дело в том, что брак не был расторгнут, когда вы, госпожа Минна, сбежали от мистера Хопса. Я правильно излагаю события, мистер Хопс? Совершенно правильно, мистер Хэвишем. Ровно 7 лет назад провалиться мне на этом месте. Тогда возникает закономерный вопрос. Откуда у вас этот 9-летний мальчик, которого 7 лет назад не было и в помине? М?
вы затрудняетесь с ответом. Это случается. Ну что ж, тогда мы расспросим господина Максимилиана. Расспросим с помощью наших друзей из Скотланд-Ярда, с которыми, как мне почему-то кажется, он знаком не понаслышке. Ты же мне обещал, что мы будем есть на серебре, кататься в карете и одеваться у лучших лондонских портных. И что я вижу вместо этого? Такого уговора не было. Похвальная сознательность, сэр. Если вы не хотите в ближайшее время посвятить общению не с лондонскими портными, а с лондонской полицией, вам придется ответить на наши вопросы. Все будет твое. Будешь как сыр в масле. Давайте ваши вопросы. Кто ваши настоящие родители? Не знаю. Я сирота. А она как раз изготовляла свои фальшивки у безногого Хью. Когда я зашел туда получить один старый должок. Но она и привязалась. Давай, говорит, обтяпаем одно дельце. Всего работа-то изображать молодого лорда. Что, молодых лордов не видал? Их вечером настроение как собак нерезанных. Ой, прошу прощения, ваше сиятельство. Я хотел сказать необычайно много. Исчерпывающий рассказ, сэр. Мне можно идти? Счастливого пути, сэр. Все исполнено в наилучшем виде. Угу. Вы достаточно успокоились, чтобы подписать несколько документов? Я после этого буду свободна? Очевидно. К моему сожалению, у графа сегодня хорошее настроение. Джеймс, велите заложить карету. Я готов ехать к маме Седрика. Достаточно вспомнить о том, как неприятель со страху целовал ноги нашим солдатам. Об этом мне рассказывал мой покойный дед, а уж он был воякой хоть куда. Ну что, Мэллори, довольны? Едем к вашей любимице. Можете присоединиться. Так, извините, на чем вы остановились? Так вот, когда президент Вашингтон повесил на грудь моего деда орден «Пурпурное сердце», он сказал: мне стыдно воевать с таким противником. О каком противнике вы говорите? Я что-то не понял. Леди Лоридейл, ваше сиятельство. Было тяжело, все переживали. И вдруг вы прямо как добрый ангел. Ну что вы, миссис Мэллори. Мистер Хопс. Конечно, я поклялась, что ноги моей больше не будет в твоем доме, но о тебе по Англии ходят такие слухи. И потом должна же я, наконец, познакомиться с теперь уже 2 своими внучатыми племянниками. 2? Да. Седриком и Максимилианом. Максимилиан. Полагаю, что этот Максимилиан уже на пути в лондонские трущобы. Поехали со мной, я тебе все объясню по дороге. По какой дороге? Седрик сейчас у мамы, и я решил, что пора мне познакомиться с леди Фонтлерой. Ты до сих пор не познакомился? Так получилось, и сейчас познакомлюсь. Может быть, извинюсь. И когда к нам навстречу выйдет Седрик, я вытащу его часы и скажу: ну что, я вовремя? Они уехали. Взяли свои вещи и уехали. Оставили вам письмо.
Дорогой дедушка, мы с мамой не хотим больше вам мешать. Мы уезжаем. Я всегда буду вспоминать вас с благодарностью. Ваш внук Седрик. Видите, как получилось? И обманщики разоблачены, и меня с вами судьба свела. А тут надо же. Не волнуйтесь, мистер Хопс. У нас лучшая в мире полиция. Может статься, что маленького лорда и госпожу Нору уже нашли. Предпринятые поиски по-прежнему безуспешны. Но маленький лорд с матерью еще в Британии. Все пассажирские корабли на Америку тщательно проверяются. Прошло столько дней. Да за это время можно было провести перепись населения. Поверьте, сэр, мы делаем все возможное. Я очень надеюсь. Я готов сам отправиться на их поиски. Я представляю, как тебе сейчас горько и нелегко. Господи, просто сердце разрывается. Как же ты изменился. Судьба должна была бы возблагодарить тебя за это, но видишь, как все получилось. Держись, брат. Думаю, что наша полиция... Я очень уважаю нашу полицию. Но я надеюсь на другое. Покупайте газеты, свежие газеты. Подайте слепому. Последние новости. Вознаграждение гарантируется. Покупайте газеты, свежие газеты. Последние новости. Подайте слепому на пропитание. После того, как мы с вами расстались, меня подобрала пролетка, в которой ехали Седрик и его мать. Они направлялись в порт, собирались уплыть в Америку. Надеялись, что не хватит денег на билет 3-го класса. Я вызвался им помочь. Совершенно бескорыстно, разумеется. Кстати, о деньгах. Когда заплатите обещанное вознаграждение? Продолжай. У меня в порту много приятелей. Когда приехали, выяснилось, что ближайший пассажирский рейс через 3 дня. И тут мы встретили... Это вы? Этот капитан оказался их старым знакомым. Его грузовой корабль, он вез в Америку сеялки. Отплывал через час. Хочу заметить ваше сиятельство. Им несказанно повезло. Они сэкономили кучу денег. Ведь билет в Америку стоит, сами знаете, сколько. Как же иначе, мисс? И никаких денег мы на пассажирах не зарабатываем. Ваш муж, упокой Господь его душу, был моим другом. Достойнейший был человек. Одно лицо, надо же, а? Просто одно лицо. Ну, вот, в общем-то, и все. Давайте деньги, как и было обещано. Так я получу свои 5000. Не надо так волноваться, сэр. Это вредно.
Седрик? Ты здорово научился дудеть в эту штучку, Дик. Я скучал по тебе, Седрик. И я по тебе, Дик. А где ж твой замок, слуги, 100 комнат? Больше этого, Дик, ничего нет. И ты не уедешь из Америки? Никогда. Что ты тут делаешь? А где Дик? Сторожу место, пока бездельник Дик покупает себе патентованные щетки. Понимаешь, место — это такая вещь. Место нельзя так просто оставить. О, отличные ботинки, сэр. Уж я-то в этом разбираюсь. Сейчас я их слегка... Я вижу, ты стал прекрасным чистильщиком обуви. Что ж, ремесло может пригодиться на черный день. Маленький лорд Фонтлерой.